Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня видео о раскрашенном за месяц. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Последние несколько месяцев я вообще где-то по 18 иллюстраций раскрашивала, в этот раз было 20. И задействовано 16 раскрасок. Ну, как-то так. Раньше было не меньше 60, иногда больше, сейчас так. Хотя, по идее, могло быть на одну работу больше, но я поняла, что я не хочу раскрашивать по номерам сейчас, и поэтому вот эти раскраски, которые я хотела от издательства Клевер, начала я в этом месяце и не закончила, и пока не хочу заканчивать. Надоело мне все это раскраски по номерам, и я очень рада, что по итогу не стала заказывать иностранные вот эти по номерам, потому что сейчас бы они у меня реально лежали бы просто так. Ладно, давайте приступим. Начну, конечно, со своей гордости и со своей радости. Это раскраска, ретро-раскраска по сказкам Перо. 86 год. Вот, и здесь я раскрасила две иллюстрации. Вот эту вот. И следующая вот такая иллюстрация. Пока я не привыкла к этой бумаге, но раскрашивала с огромным удовольствием. Вот. Рада, что мне удалось ее приобрести. Так, сейчас положу. Следующее, это будет тоже ретро-раскраска, но уже распечатанная, потому что пока мне ее нигде не удалось отловить. Ну а в детстве она у меня тоже была. Вот, это тоже получается вторая. Вот, я показывала, такая стопочка, и здесь я раскрасила вот эту белочку. Я не помню по порядку, что зачем идет, они не пронумерованы, и, насколько я знаю, были выложены тоже не по порядку, поэтому вот как раскрашиваю, так и буду проставлять номера. Раскрашивала акварелью, в кюветках, кстати говоря, с обратной стороны, как видите, вот так. Бумага тоже советская. Все как-то, знаете, в одно время. Раскраска нашлась, принтер очень хороший мне подарили, и советскую бумагу подарили. Так что все одно к одному. А где распечатка, то тогда покажу еще одну вам распечатку. Это раскраска Ежу, понятно. Я купила PDF-версию, потому что я не могла найти раскраску в продаже. Вернее, как, ее можно было заморочиться найти, но, короче, я смотрела в Бук24, и ее постоянно там не было в наличии. Так, и сейчас вот раскрасила я вот такую иллюстрацию. Раскрашивала как карандашами, так и акварелью, и еще использовала акварельные карандаши. В общем, всего по чуть-чуть. В целом мне понравилось, как получилось. Бумагу тоже использовала советскую, хотя надо было взять современную. Что переводить советскую бумагу. Да ладно. В общем, тоже ничего не протекало. Бумага очень классная, хотя на ощупь она такая, типа, тоненькая. Это я все потом куплю папки. Так, следующее. Это Ханна Карлсон «Дневные грезы». И так, сейчас. Что тут я уже стала забывать, что где красила. Вот эта иллюстрация. Здесь гуашь пастельная. Вроде бы. А может нет, вот здесь пастельная, здесь обычная гуашь. Соответственно, аутлайнеры, карандаши, гелевые ручки, всего понемногу.
Когда-то у меня была вот эта раскрашена, теперь получается такой в одной цветовой гамме разворот. Ну, я сейчас стала действительно меньше раскрашивать, но я стала задействовать именно в основном какие-то сюжетные иллюстрации, все такое. Дальше Дейзи Флетчер «Полет фантазии». В общем-то, любимая мной раскраска, но крайне редко я здесь что-то раскрашиваю, поэтому, конечно же, нужно было что-то в ней пораскрашивать. Здесь у меня вот такая иллюстрация. Я тут не делаю практически никогда фон, потому что считаю, что здесь и без фона отлично. Вот, ну а, конечно, прорисовка здесь просто потрясающая. Так что вот так. Волшебный мир Средиземья Толкина. Здесь мы вместе с Оксаной по порядку раскрашиваем каждый месяц. И вот на июнь у нас была вот эта иллюстрация. Здесь тоже всякие и карандаши, и обычные, и металлики, и Нурман де Луз. В общем, много чего было. И полихромосы. Ну и кто смотрит видео впервые, повторюсь, что я раскрашиваю не так, как по фильму, по книге там. Я раскрашиваю так, как мне нравится, чтобы было ярко и чтобы приятно было потом мне самой все это дело листать. Так, наверное, вот это я так сразу в сторону уберу. Также в этом месяце вдохновилась я видео Оксаны. Да, ссылка на канал Оксаны, конечно же, всегда в конечной заставке. Оксана раскрашивала Алису Джона Тэниела, и я подумала, что хоть я и не люблю эту раскраску особо, но почему бы не пораскрашивать. Значит, вот это я раскрасила. И вторая иллюстрация вот это. Ну, все простенько, где-то маркерами, где-то сухой пастелью. Далее подарок Виолетты. Привет тебе, большое спасибо. Большая книга фееричных раскрасок. Виолетта мне подарила ее, когда мы встречались в Питере. Так, и здесь я тоже, естественно, раскрасила одну иллюстрацию. Минутку. Вот такая иллюстрация. Карандаши здесь использованы. Это подарок Оксаны. Тоже привет и спасибо. Браубер карт. Я их с собой брала, но на фоне сухая пастель. Классная раскраска. Еще раз спасибо огромное. Далее раскраска про Монечку и Мунечку. Она продавалась в таком пакете, поэтому я подумала, почему бы ее так и не хранить. Так, здесь у меня вот раскрашено. На фоне акварель «Белые ночи» и «Виста артиста» немножко. Ну, с этой стороны, в принципе, все в порядке. Но я воду не лила, и плюс это серый цвет, особенно светлый, с белилами. Другие, конечно, протекали бы. Ну и вот здесь немножко акварели, а в основном карандаши. Здесь я немножко там дорабатывала карандашом, так, по мелочи. Следующее это, опять же, Ханна Карлсон «Рассветный час». И тут у меня вот эта иллюстрация. Здесь акварель. Тут тоже акварель, но немножко еще карандашей. Здесь или акварель, или гуашь. Ну, я просто постаралась, да, использовать как немножко тона, как тут, оттенки. Также металлики Берлинга, ручки. Это Берлинга флуоресцентные, которые вот
Я много чего от Берлинга люблю, но вот эти вот флуоресцентные карандаши отвратительные. Просто отвратительные. Никому вообще не советую. Далее раскраска «Круг жизни». В том месяце она у меня появилась. Так, ну и я сделала вот такой разворот. На фоне сухая пастель. Здесь я потом ластиком стирала. Ну, а тут разные карандаши, абсолютно разные. А тут вот я... Нет, не тут, а вот здесь. Вот здесь вот это вот. Это я использовала Magic, но который мне подарила Виолетта. Вот он. Спасибо тоже огромное. В общем, такой разворот. Мандалы в твердой обложке, серия «Цветотерапия». Здесь вот эта мандала. Тут я использовала браши, которые мне Ульяна дарила, плюс просто гелевые ручки. Спасибо огромное, браши классные. Следующее — это живые мандалы. Тоже появилась у меня раскраска в этом месяце. Мне она не понравилась, разочаровала меня. Эта мандала, я рассказывала, она вообще повторяется. Здесь две такие. Вот. Я раскрашивала тоже Брауберкарт карандашами в Питере. И также раскрасила этими же карандашами вот такую мандалу. Далее снова Ханна Карлсон. Серия «Волшебные истории. Магический дом». И вот эта вот иллюстрация. Тут металлики Берлинга, сухая пастель Мунга, карандаши Брауберг, Magic. Тут, скорее всего, Монделузы. Здесь, по-моему, Берлинга ручки. В общем, обилие всего. Далее снова Ханна Карлсон. Заколдованный лес из этой серии. И здесь... Минуточку. Вот эта страничка. Я делала фон тоже гуашью, такого же цвета, чтобы уж все было в одном стиле. Здесь использовались Берлинга металлик. Здесь я их тоже задействовала, плюс белую ручку задействовала из Fix Price. Это тоже, по-моему, гуашь пастельная. Ну, в общем, как-то так. И следующее — это Мария Тролли в час заката. Здесь я сделала вот эту иллюстрацию. Я говорила в хобби-влоге, что, ну, как бы начну, допустим, дерево она сделала, потом вот это, потом листочки, как видите, да, и сказала, что, может быть, я за весь месяц полностью сделаю разворот, также вот такими фрагментами, а может быть только половинку. Так в итоге я и сделала, когда уже дошло дело до вот этой девочки, зверюшек, цветочков. Я решила, что пусть будет это одна страничка, а в этом месяце я уже доделаю вот эту. Ну, мне показалось, что так будет лучше. Карандаши здесь Magic, Брауберг, и вот гелевые ручки были. Ну, какой-то такой стандартный набор, карандашей много, но я в основном сейчас стала раскрашивать то, что вот тут ближе дотянуться, собственно говоря, и все. В общем, это все, что я раскрасила в этом месяце. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения.
уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.